Ситуация с миграционным кризисом, который Лукашенко развязал в соседней Литве, достигла своего апогея. Среди иностранцев, которых диктатор использует как орудие мести стране, поддерживающей свободных белорусов, появился первый погибший. С раннего утра пропагандистские ресурсы, с трудом скрывая ликование, распространили информацию о смерти мигранта на границе у пункта пропуска Бенякония. По версии этих источников, молодой мужчина неславянской внешности стал жертвой литовских пограничников, которые с недавнего времени получили право отправлять нелегалов обратно в Беларусь. Не жалея красочных эпитетов, пропаганда описала происходящее как шокирующее убийство. Лукашенко моментально взял дело под личный контроль, а у посольств Литвы в Беларуси прошли митинги людей, которые явно не понимали, где они находятся и что делают. Вероятно, участников для этих акций набрали на ближайших госпредприятиях и, скорее всего, по традиции пригрозили лишить их премий, если они не выйдут покричать «не забудем, не простим». Примечательно, что именно с такими словами свободные белорусы выходят, чтобы почтить память Романа Бондаренко, который погиб прошлой осенью от рук лукашистов. На днях ему могло бы исполниться 32 года, но вместо полноценного расследования и наказания виновных в его смерти за решеткой оказались журналистка и врач, которые рассказали правду о трагедии. И это действительно шокирует, как и все зверства над белорусами, которые происходили и продолжаются по сей день в стенах Окрестина. Пытки над политзаключенными и их количество в стране, полная девальвация прав человека и наплевательское отношение узурпаторов власти к воле народа. Однако настолько гигантское бревно в своем глазу Лукашенко упорно отказывается замечать, упивая сочинением фантастических историй о фашистующих литовцах. К слову, официальные представители соседней страны уже прокомментировали инцидент на границе. По словам представителя Минобороны Литвы, ситуация с погибшим мигрантом является провокацией, а сообщения о смерти выглядят заготовленными заранее. Оказывается, избежать политического наказания в Беларуси можно, даже если ты уже находишься за решеткой. Подтверждением тому стала история политзаключенного Дмитрия Кулакова. В декабре прошлого года мужчину осудили на 3,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа в Шклове за якобы оскорбление и угрозы насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Однако сегодня стало известно, что мужчина сбежал и покинул Беларусь. Напомним, 30-летний политзаключенный Дмитрий Кулаков неоднократно подвергался давлению со стороны администрации колонии. Мужчину помещали в карцер, а также не давали видеться с близкими. В знак протеста происходящему 2 месяца назад мужчина проглотил металлическую ложку. На свободе у Кулакова остались жена и 2 несовершеннолетних детей. Нелегитимная власть продолжает ставить рекорды. Увы, это никак не сказывается на благополучии простых белорусов. Так, новой высотой, которую взял режим, стал госдолг. По состоянию на середину текущего года он составляет более 66 миллиардов рублей. Стоит отметить, что государственное заимствование – это обычная процедура почти в каждой стране, когда необходимо покрыть дефицит бюджета или профинансировать крупные инфраструктурные проекты, деньги, как правило, берутся извне. Однако в Беларуси ситуация обстоит несколько иначе. Лукашенко набирает новые кредиты, чтобы расплатиться с предыдущими. И делает это настолько часто и в таких масштабах, что размер текущего долга в долларовом эквиваленте сейчас исторически рекордный и составляет более 26 миллиардов. Важно подчеркнуть, что основная часть заимствований берется режимом в иностранной валюте. Поэтому белорусский долг крепко привязан к курсу доллара. А поскольку в последние месяцы курс падает, то и долг в рублевом эквиваленте сокращается, что дает незаконной власти возможность для маневров. Напомним, что девальвация начала 2016 года произошла в тот момент, когда курс доллара повысился в разы, а соответственно произошел и резкий скачок госдолга. На данный момент Беларусь уже обогнала Украину по объемам внешних финансовых заимствований. Интересно, что именно эту страну госпропаганда пытается представить как полностью зависящую от внешних кредиторов. Однако в Украине подход совершенно иной. Большая часть долга номинирована в национальной валюте, из-за чего колебания курса доллара не смогут нанести экономике такой непоправимый ущерб. Важно также отметить, что главный кредитор режима – это Россия. Кремль давно держит Лукашенко на кредитной игле, а расплачиваться за него белорусам приходится не только из своих кошельков, но и своей свободой.
Красная помада будет обязательно, а Максиму скажу, что он невероятный. Эти слова произнесла Мария Колесникова перед судом, который сегодня начался в Минске. Вместе с Марией судят также юриста Максима Знака. Заседание закрытое, поэтому на него не пустили даже родных и представителей независимой прессы. Членов команды Виктора Бабарика обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса Беларуси: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти, а также создание экстремистского формирования и руководства им. Политзаключенным грозит до 12 лет тюрьмы. Однако столь жесткое и непоправимое обвинение на настроение Марии не повлияло. Во время заседания она улыбалась и танцевала. Важно отметить, что недавно в своем интервью интернет-редакции телеканала «Дождь» она рассказала, что ей предлагали сделку со следствием, а также дать интервью ОНТ, как Роман Протасевич. На что женщина ответила, что согласится участвовать в программе Марата Маркова только при условии, что она расскажет шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме. Также Мария отказалась написать прошение о помиловании, поскольку виновной себя не считает. В истории с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской появились новые подробности. Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал фрагмент аудиозаписи разговора спортсменки и ее тренера Юрия Моисевича после того, как девушка записала видео о происходящем с членами сборной. Напомним, что Тимановскую возмутила ситуация, когда ее без предупреждения поставили на дистанцию 4 по 400 метров. Притом Моисевич, не скупясь на выражения, попытался донести до Тимановской, что выйти на дистанцию, к которой она не готовилась, это ее долг перед страной. Впрочем, после того, как вся эта история стала публичной, режим явно намеревался взыскать этот долг в типичной для себя манере, взяв человека в заложники. Однако в случае с Тимановской разыграть карту Протасевича не удалось. Скандальный инцидент облетел все мировые СМИ. А спортсменке, которая уже никогда не будет выступать за родную страну, предложили убежище в Польше. Но вылететь из Токио напрямую в Варшаву девушке не удалось. Сотрудники польского посольства приняли решение поменять рейс и направить Тимановскую через Австрию, поскольку на самолет, которым она должна была лететь, зарегистрировались подозрительные люди. После того, как атлетка продолжит свою карьеру в новой стране, она сможет сменить спортивное гражданство и впоследствии выступать на Олимпийских играх под новым флагом. А вот желающих восстанавливать репутацию Лукашенко на международных состязаниях под красно-зеленым флагом, судя по всему, в ближайшее время просто не останется. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш второй канал Маланка Лайв, где вас ждет множество интересных стримов и ток-шоу, одно из которых пройдет уже завтра в 20:00. Включайтесь. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!